Продолжаем опять с черной. Что-то у меня тут технические неполадки. Ладно. Разберемся. Так, ну что, продолжаем с черной. Короче, приятного просмотра. Продолжаем. Так случилось, что распинался тут долго, рассказывал, ничего не записалось. Быстренько пробежимся еще раз. Показываю. Все поменял, кроме цепи на насос масляной. Она нормальная, нагрузка небольшая, не растянулась, все хорошо. Не стерто, потому что основная цепь, там прям следы были, что оно терлось, ну и растянулось тоже. Потом вот эту опору тоже не поменял, потому что я посмотрел в комплекте, но она какая-то не подходит сюда. Поэтому оставил вот это и цепь старая. Все остальное, все вот эти опоры, башмаки, натяжители, все поменял. Во всех опорах вот эти вот болты закручиваются на 20 ньютон-метров. Да. Тут в этой вот натяжитель, такой башмачок небольшой, легкий, закручивается на 9 ньютон-метров. Здесь, если алюминиевые, то 4 ньютон-метра и доворот на 90 градусов. Если стальные, то 9 ньютон-метров просто. Вот этот натяжитель прикручивается, по-моему, головкой на 27, 85 ньютон-метров. Да, усилие. Теперь, что еще сделал? Ну, сейчас покажу. Так. Крышка. Была очень грязная, засрана вся. Очень сильная грязная была. Я ее снял. Достал все вот эти вот болты. Они с втулками. Сами втулки и болты почистил. Потом поменял вот этот уплотнитель. Он прям впрессовался и раскрошился, когда я его доставал. Поэтому плохо. И два вот этих уплотнителя тоже вот поменял. Вот они круглые эти. Они все, вот этот, ну вот эти уплотнители у меня были в комплекте. Вот в таком комплекте. Вот как он выглядит. Вот, ставьте на паузу, кому нужно. Да, там два круглых и один этот большой. Потом установил вот эту платформу. Она устанавливается, ну, не тяжело, не легко, но нужно аккуратно устанавливать. Не одну сторону какую-то перекашивать, а вот так вот плавно, вот так вот равномерно давить, и просто она потом сядет. Ну и тут направляющий тоже есть. По болтам последовательные затяжки: первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. 9 ньютон-метров. Сразу я закрутил, естественно, от руки, то есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а потом уже с моментом затяжки 9 ньютон-метров, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот так вот затянул. Тут у меня была втулка, я ее сразу достал, одел всю платформу, потом втулку туда подогнал, чтобы оно село в паз, и уже закручивал. Вот, вот эти вот внутри вот эти два клапана, не клапана, ну короче, вот эти два клапана, они с обратной резьбой, то есть против часовой закручивать, я их чисто смочил в масле и сейчас от руки закрутил, чтобы они были, потому что их нужно с усилием, по-моему, 35 ньютон-метров затягивать. Сейчас я вам точно скажу. По-моему, 35. Так, это у нас семерка. Да. Усилие 35. Ну, момент затяжки 35 ньютон-метров. Но и когда затягиваете, вал будет прокручиваться. Поэтому я сразу установлю нижнюю крышку, ну, приклею. Потом уже бублик этот, ну, шкив на вал установлю. И уже с тем ключом буду упираться, чтобы заблокировать вал. И буду закручивать нужным моментом эти два вала. Вот. Эта крышка тоже легко устанавливается. Там уплотнитель резиновый, но это потом покажу. Мне сейчас основное вот это. Нужно зачистить еще раз вот эти все поверхности от всякой
остатков силикона, грязи, масла, если тут, потому что оно тут шло, ну, текло. Вот, потом обезжирить. Это также сделать с крышкой. Ну, с крышки я с большего, ну не с большего, основное счистил уже силикон весь. Вот. Осталось тут еще раз перепроверить, обезжирить. И также я в крышке поменял вот этот сальник коленвала. Вот он, да. Там сразу в комплекте с сальником у меня шла алюминиевая силиконовая смазка. Это клей, или, ну, короче, герметик. Сейчас я вам покажу номер. Вот он. Мале. Номер GV5175. Вот он такой сет. Вот остался еще. Намазывайте, не жалейте его, потому что мало будет плохо. Лишнее можете потом чуть подубрать. Так, это два клапана, они уже на очереди будут новые. Да, два клапана буду использовать вот такие. Фирмы Инна, не знаю, как правильно читается. Номер их вот. Получается 427 00 34 10. Все, я обезжирил, почистил все. Все болтики, шурупы тоже обезжирены, почищены. Буду брать и приступать к нанесению. Вот как наносится по внутренней стороне. Огибаю все вот эти болтики, шурупчики. Вот, но я еще на всякий случай чуть-чуть снаружи. Ну, сначала так прохожусь, а потом вот так прохожусь. Вот, по наружу все огибается, и вот здесь вот дополнительно такие вот делаются отметки. Такие толстоватые, вот прям вот здесь, так и вот так делаются. Ну что ж, на все про все 5 минут после нанесения пишет. Ну все, это не забудь только снять. Ну, все, поехали. Теперь все проверяем. Конечно, где-то многовато, но ничего страшного. И вот так вот прижать. Так. И сразу же быстро шурупы. Сразу все от руки затяну. Оп. Вкрутить от руки. Дальше с 1 по 15. Короче, все на 8 ньютон-метров завернуть нужно. 8 ньютон-метров.
сами. Ставьте на паузу, сразу от руки закручиваете до упора, ну без фанатизма. Потом берете ключ, выставляете на 8 ньютон-метров, закручиваете 8 ньютон-метров все. И потом первый, второй, четвертый, пятый, первый, второй, третий не нужно, четвертый, пятый, шестой не нужно, и с 7 соответственно по 15 доворот на 45 градусов все делаете. Заклеили, это все заклеили и оставляйте на сутки сохнуть. Масло никогда не заливайте. Все, оно пусть схватывается, застывает там, все. Ну что, верхнюю крышку устанавливаем. Все чисто. Так, тут нужна последовательность тоже затяжек. Сначала от руки, а потом так я затянул чисто. Вот. Первый затягивается вот этот, второй, третий вверху, пятый сюда, вот шестой. Написано, что их просто затянуть болты с 1 по 6 указанным последовательно. Ну, то есть, ну, я сразу от руки затягиваю легонько. 9 ньютон-метров. И ровно в той же последовательности начну затягивать их. Вот так. Все. Эта крышка затянута. Сейчас еще раз перепроверю чуть-чуть. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Все. Все затянуто здесь хорошо. Да, болты 3 и 6 после установки гасителя крутильных колебаний. Вот они, 3 и 6 на следующей странице. Нужно тоже довернуть на 45 градусов. Вот так вот. Так, ну что, вот этот гаситель крутильных колебаний, бублик я его называю, бублик, он у меня под замену тоже. Вот, гаситель крутильных колебаний называется он. Новый болт обязательно нужен. Оригинальный Volkswagen Group. Все, вот наш бублик. Вот он. Новый ставится, новый. Снимаем. Так. А тут метка, вот она. Да, да. Там же тоже одна метка только. Да, и она вот на внутренней стороне. Скажи-ка, как это? Так, ну вроде похоже. Так. Так. Пока что сюда. Так. Момент истины. Все. Вот. Установка этого. И сейчас нужно закрутить новый болт обязательно. Так.
Так. Угу. Так, ну что, теперь с этим гасителем разбираться. Он устанавливается очень тяжело. А именно, сейчас покажу. Болт, его заменить нужно. У меня маркировка 10.9. Для маркировки 10.9, это класс прочности, необходимо закрутить его с усилием 100 ньютон-метров и потом еще довернуть на 180 градусов даже. У меня метки тут сошлись. Вот, тут сошлось все хорошо. Теперь мне, естественно, нужна труба, упор. Ну и опять буду крутить. Так, ну что, придумал я вот такую конструкцию. Удлинитель штырь лежит на бетоне. И сверху еще чуть толще блоком придавил, и чтобы труба не... Вот видите, как крепко сидит, не соскочила. Я такую немножко смягчение положил на ребро этой железяки. Так, доворот на 180. Буду ориентироваться, наверное, я по вот этому вот. Раз, да. Раз. Было. Так. Вот тут у меня будет 90. И его нужно прям... Я вот так сделаю. Вот так. 180 градусов. Вот так нужно сейчас перекрутить вверх. Ну, будет не легко, но нужно взять и сделать. Сейчас будем пробовать. Так, поехали. Ну все, победил я этот болт. Все, на 180 я его провернул. Получается, вот там вот нижняя метка у меня стоит. И эта вот метка на болте, она была вот тут вот, соответственно. Ну и я ее провернул до самого верха. Один справился, лучше вдвоем. Меньше мороки. Гемора будет, а то у меня тут соскочило. И в этом ключе одно ушко немножко погнулось, но ничего страшного. Вот, использовал я вот так. Рычаг. Ставил на блок на косую, сверху блок. Ну и чуть-чуть, чтобы добавить веса лишнего. Еще этот блинчик. Ну и, конечно, чтобы блоки не соскочили с трубы, я делал такие небольшие. Так, теперь что? В принципе, сейчас могу и эти оба клапана закрутить на 35 ньютон-метров. Усилие сделать и закрутить. А, да, крутил не просто этой, а взял, разобрал свою стойку, потому что рычаг все-таки нужен длинный, и как рычаг использовал эту трубу дополнительно. Вот, ну, сейчас буду эти закручивать внутренние вот эти втулки. 35 ньютон-метров против часовой стрелки закручиваются. И обязательно нужно клинбал фиксировать, держать. Поэтому я не хочу ее разбирать, эту конструкцию, чтобы сейчас заодно все сделать. Сейчас нужно взять ключ геометрический, поскольку оно обратного хода. Сейчас. Еще чуть-чуть. Так, поскольку оно обратного хода, нужно взять ключ, раскрутить и поменять зеркально вот эту вот головку, перекинуть на эту сторону, чтобы оно работало зеркально, потому что на откручивание диаметрический ключ, он, ньютон-метры не работают, уже проверено, поэтому нужно перекидывать. Сейчас раскручу вот эти два болтика, они фиксируют вот платформу. Достать платформу эту
Мне просто достать платформу, достать саму сердцевину вот эту. Вот так достать, просто поменять и отсюда ее засунуть, чтобы вот этот штырь, он был с этой стороны. И обратно тут закрутить болтики, платформу закрепить, и все. И можно работать. Так. Сейчас мы это... Вот, платформа уже выкрутилась. Ой. Главное не потерять эти винтики, болтики. Вот. Вот он, вот он. Теперь просто берем, достаем вот эту сердцевину. Оп. Переворачиваем ее. Ставим сюда. Обратно заглушку. Так. Так. И обратно закручиваем, чтобы все держалось и было зафиксировано. Так, тут 35 есть. И тут 35. Все. Все. Хорошо. Угу. Ну, все, отлично. Так. Эти закручены правильно. Проверяются они вот так. Нажатием вот ходит. Ходит. Значит, все хорошо. Теперь сразу же установлю клапаны. Как минимум, не как минимум, а просто установлю я их, чтобы они уже стояли. И все. Раз. Раз. Так, сейчас буду искать другое. Клапан, клапан. Клапан, клапан. Ой, это в другом месте. И даже не здесь это. Это даже не здесь. А где-то здесь, наверное, будет это все. Сейчас сюда, вот. Так, оба клапана. Ну вот, я и втулку поменял. Эти тоже прокладки поменял. Да я не трогал, не менял, потому что у меня не такого типа. Вот тут оно такой гусак, типа у меня обычно. Поменял. Так, закрутил. Вот 6 болты. После снятия момент затяжки. 6 болты. Так, алюминиевый. Так, вот эти вот болты. Момент затяжки их 9, и стальной 9 ньютон-метров, а алюминиевый 4 и доворот на 45. И доворот на 45. Сейчас будем смотреть, какие они у меня здесь были. Да и вообще, где они? Где они в этом мусоре? Так, ну что, все прикрутил. Электромагнитные клапаны. Алюминиевые болты у меня, поэтому 4 ньютон-метра уровень затяжки и 45 доворот. Все прикрутил. Фишку эту присоединил, эту накинул, потому что эту нужно менять, она сломана. Я уже заказал, купил саму эту фишку, буду эту разбирать, пины там переставлять в новую, чтобы была защелка, потому что нельзя, чтобы так было. Такая мелочь, но неприятная. Да. Так, болт новый на месте, все стоит. Это тоже я уже 4 оборота прокрутил. Компрессия есть. Ну, на сегодня пока все. Все, герметик пусть сохнет. Все пусть плотно будет. Стоит. Следующий этап, это буду ставить уже гаситель масляного поддона. Ну, гаситель масла там этот пластиковый.
сам поддон, потом рулевая рейка, вот эта балка поперечная, но балка поперечная нужно втулки эти резиновые заказать, немножко все-таки они не такие, как нужно, они подошли. Я их отправил обратно на возврат. Пока что на сегодня все. Вот. Ну, продолжаем дальше. На сегодня все. Продолжаем. Так, как уже говорил, затянул я этот болт на шкивах, этот центральный. Вот тут стоял, я его провернул на 180. Метки все остались. Ну, метка тут осталась на месте. Все хорошо. Герметик уже сутки отстоялся, поэтому он должен себя тоже хорошо чувствовать. Все эти болты я уже показывал. Зажатие. Конструкция моя вот это вот вспомогательная. Сейчас буду ее разбирать и по местам растаскивать. Ну и заодно здесь приберусь, чтобы продолжить дальше работы. Вот. Так, ну что, продолжаем. Как я уже показывал раньше, вот эта гадость находилась, ну, забита в насосе была. Вся причем. Сейчас будем ее исследовать. Так, ладно. Я хотел проверить. Ага. Так. А проверить я хочу вот это вот канал, вот этот вот. Если там что-нибудь, и тот может проверю заодно. Если там что-либо или нету. Я его сейчас возьму и проверим. Включаем так. Так, и мне нужно вот сюда вот. Ой. Так. Им бы еще управлять научиться. Что это? А, вот он пластик валяется еще. Да, вот, запакован. Нужно будет доставать сейчас его оттуда. Угу. Фонарик. И сейчас буду оттуда пытаться выковыривать. Потом возьму обратного хвата вот такие вот. Угу. Может даже лучше вот эти. Но это потом посмотрю. Да. Сейчас буду выковыривать опять. Так, ну вроде достал я все эти ошметки. Конечно, многое я выбросил в самом начале в мусорник. Еще так, ну немного, но нормально улетело в поддон с маслом, потому что я сливал масло, оно просто выливалось. И так, это то, что в прошлый раз вот я достал, да, из насоса мелочь. А это вот подоставал, ну тут больше намного было, видно по пятнам. Вот, и решил я провести потому что не знал номер, что это такое. Склеил вот одну часть, здесь все видно. Тут такие вот кусок. Это просто год. Ну тут месяц-год производства. Ерунда это. Ну и мне вот эта цифра была 06К.103.199. большое. Чтобы узнать, что это. А это вот что. Это вот втулка на вот этот вот вал, который вот тут вот были звездочки, которые я состыковывал. И он садится в такую пластиковую втулку. И если неправильно не выставить зазоры этой втулки, да, то она, ну, разбилась, соответственно, вот.
получается, разбилась. Да, цепи, когда я снимал, они чуть-чуть растянуты, но не сильно. То есть, скорее всего, кто-то менял цепи. Ну и натяжитель тоже там. Ну там был, конечно, натяжитель. Короче, потому что здесь даже не хватало болта. Ну, не хватало болтов, то есть кто-то что-то менял. Они лазили, эту втулку смотрели, мерили. Вот. Поэтому вал они не выставили правильно. И он, мягко говоря, ну, некорректно работал. И эту втулку пластиковую вокруг себя, он ее повредил. Она раскрошилась и упала просто в поддон. Да, вот эта вот втулочка пластиковая. Да. Моя именно вот эта. Ну вот есть еще одна картинка. Вот. Вот слева. Ну ничего страшного. Втулка это пластиковая. Я не буду ее не менять, ничего не буду делать. И без нее будет нормально. Конечно, печально, неприятно. Сейчас еще раз пару раз прокручу. Вот таким вот лего такое маленькое я клеил специально, чтобы номер этот найти. Ну, вот номер, слава богу, нашелся. Поэтому хорошо. Все отлично. Так вот, сейчас я возьму еще пару раз прокручу, ну не пару, а 4 раза прокручу вал и еще раз проверю эндоскопом. Там, короче, такая интересная штука. Где-то вот настолько вот я пролез прям в двигатель, там такие через щели лез, посмотрел там, ну прикольно, интересно полазить, штука нужная очень, потому что я бы так бы и закрутил бы просто уже крышку, и по факту вот это вот все, ну кроме вот этой кучки маленькой, вот кроме вот этой маленькой кучки, а так вот это вот все. Ну, может, еще частично что-то вот отсюда и пару кусков отсюда. А так это все я оттуда достал. Да. Так что это не игрушка, эндоскоп, но вещь. А не игрушка, а вещь такая нужная. Если кто-то думает, что это ерунда, бывает, очень помогает. Лично мне, я считаю, она помогла сейчас, потому что я во все там щели залез снизу, попросматривал, попроверял еще раз. Перед тем, как, потому что я же уже хочу поддон начинать прикручивать. А перед тем, как прикручивать, я решил перепроверить несколько раз. И вот, когда перепроверял, я обнаружил, что там есть еще осколки. Сейчас я беру ключ. Так, в этот раз нужно аккуратно, потому что в прошлый раз я забыл про компрессию. Вот так вот крутил, оно было упор, а потом оно, когда в верхнюю точку пошли поршни, я силой крутил, они ослабились, и меня просто как вот так вот мизинец, как дало вот в этот вот угол. Короче, не очень приятное занятие, но так, 4 раза. Не, 4 оборота. И подождем, пусть воздух стравливается потихоньку. Потому что проверяем. Так. И вот залазим. Вперед на 180. Так, вроде бы все. И хорошо. Сейчас опять вот все тут почищу, чтобы было красиво, аккуратненько. Может быть, даже эту балку немножко почищу. Вот, и уже буду потом финишно
вот это вот чистить все. Вот это вот все чистить. И уже буду крышку поддона. Нет, не крышку, а гаситель масла одевать, потом крышку поддона. Да. Так, ну что, почистил. Вот, все уже чисто. Вот, если можно тоже там, вон все почистил. Хорошо все выглядит. Так что можно продолжать дальше. Вот эта вот часть, вот она должна вот сюда вот попасть. Вот, а эту вот часть, вот эту вот, вон туда нужно одеть. Так, это заводится туда, это вот так. Так, это там, это тут, это сюда, вот так. Вот и все. Не записалось, поэтому повторю чисто. Поддон я вот новый достал уже ранее. Я в него демонтировал из старого и вмонтировал в новый датчик уровня температуры масла. Вот этот. Там 3 всего гайки. Они на штыри, торчащие из поддона, крепятся. Эти гайки затягиваются 9 ньютон-метров. Все 3 штучки. Пробка там до упора, щелчок затягивается. А по периметру все буду затягивать винты. Вот они. Но это потом. Гаситель установил, вот этот вот гаситель масла. Установил, прокладку ту поменял. Крепится он на одном только болтике. С той стороны там нужно вот между балками там протаскивать их. Да. Вот. Оп, вот так сделаю пока что. Да, он затягивается 9 ньютон-метров. Сейчас скажу точно. Ой, 4 ньютон-метра. Да, 4 ньютон-метра, и довернуть на 45 градусов его нужно. Вот. Тут все в пазы садится, и потом оно вот еще дополнительно крышкой прижимается вот так вот. Тут такие лапки угасителя везде по периметру есть, поэтому все нормально. Теперь я возьму болты, почищу. Они хорошие. Одного не было, поэтому я использую вот этот вот из набора на крышку коробки передач. Я посмотрел, он хороший. По длине пройдет, ну подойдет, поэтому все хорошо. Закручу я его, скорее всего, вот сюда. Вот сюда, вот. Буду крутить. Вот он уже зашел. Ну, как раз. Вот. Да. Все будет нормально. Так, ну все. Поддон я прикрутил. Начинаете вот от этого вот болта. Это первый. И против часовой пошли все закручивать сразу от руки до упора. Потом 8 ньютон-метров. И потом еще каждый довернуть нужно на 90 градусов. Все, я все довернул. Есть пару там болтов неудобных. Это вот этот вот напротив вот этой вот рамы. И тот, который я этим крутил. Но с этим я решил как. Я просто взял маркером, поставил тут такую метку. Ну вот сюда вот я вот так вот поставил метку и знал, что вот эта риска должна быть вот тут вот в торце. И вот этим ключом аккуратненько прокручивал. И можно везде достать аккуратно, подлезть, чтобы ничего не повредить. Так, это внизу. Нижний у меня алюминиевый родной остался. Верхний я уже показывал в прошлых видео. Я докупал его. 8 ньютон-метров, тут плюс доворот на 45 градусов. Он затягивается 45 родной. Так, 8 ньютон-метров.
8 ньютон-метров. Оп. И там потом еще сдоворот будет. Пока вот так сделаем. Так, 8. Так, так. Теперь нижний доворачиваем на 45. И потом верхний тоже. Так. Ну, 45. 45 есть. Внизу. И вверху есть тоже со 45 градусов. Теперь установим вот этот датчик сразу же. Вот он. Я именно его снимал. А вверху я чисто фишки поснимал. Сами датчики я не трогал. Он у нас алюминиевый. 4 ньютон-метра и довернуть на 90 градусов. Вот и вся установка. Останавливается он, конечно же, только в одном положении. Вот так. О, до щелчка, там уплотнение. Так, 4. Есть. И сейчас доворот нужно на 90. 90, да? Да, на 90 градусов. Фу. Доворот серьезный. Так. 45 раз. И 45 2. Все. Трубку. Вот эту трубку на место поставим сейчас. Так, останавливается она вот так. И заходит сюда и становится вот так тут. Хорошо, что я купил новую фишку, потому что новую фишку с прокладкой хорошая я сюда установил. Все защелкивается, все отлично. А с поломанной старой фишки я возьму прокладку, просто извлеку и установлю сюда. Сейчас мы ее снимем и сюда оденем. Так, так. Ну вот и все. Чуть-чуть растянулось. Ну ничего. А, это не растянуло. О, все. Да, оно просто формы определенные. Так. Ну и все. Это готово. Нужно просто брать. Оп. Установить. Все. И там. Все. Она защелкнута. Теперь что? Ремень. Ремень запоминайте, как стоял. Вот, у меня, в моем случае, он стоял вот так. Так. Стоять. Так. Ай, блин. Так. 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 Оп, есть. Ну, все. Сейчас прокрутим. Сейчас посмотрим еще. Разок, оп. Вот так сделаю. Да. Да, видите, вот так вот если брать, то оно свободно стоит. Чуть-чуть по центру его поставим. Ремушок этот. Отлично. Так, ну вот. Все.
датчик. Так, эти все я подключил. Все это починил, подключил. Снизу тоже подключил. Это все на место. Это пока что накину вот так. Буду помнить, что нужно его дожать с нужным моментом. Так, теперь что мне нужно сделать? Теперь я должен поставить сюда корыто. Ага. Так, теперь до рулевой рейки я хочу сейчас залить масло в двигатель. Да? Залить масло в двигатель и оставить его на ночь, чтобы проверить, течет оно где-нибудь, не течет. Масло залил. Фишки пока поподключал. Трубку я тут прикрутил. Тут она стоит на месте. Все, да? Да. На месте. Болты тоже все на месте. Ну, все, будем ждать. Остается ждать. Это прикручено. Осталось только нужным моментом затянуть на турбину. На турбину затянуть компрессор нужно с нужным моментом еще. И будем маслоотделитель этот менять. Маслоотделитель менять будем. Он тут немножко другой, не такой, как у меня в предыдущей модели. Поэтому будем смотреть. Ну, вот так как-то пока что. Так, продолжаем. Дошло время до масла. Кстати, да, сейчас покажу. Ставил на ночь. Все чисто. Нигде никаких подтеков нету. Вот. Так что сюда. Так, пусть там стоит. Сейчас мне нужно взяться за маслоотделитель этот. Угу. Вот новый маслоотделитель мой. Вот его номер, если что. 06К 103 495 BL. Volkswagen Group. Вот так выглядит коробка. Пока только раскручиваем все. Откручиваем. 4. А как к нему пробраться? Хорошо, так? Ага, окей. А как пробраться действительно? Интересно. Эта трубка зафиксирована. Ага, вот. Такое чувство, что ну все. Откручено все. Короче, чтобы снять маслоотделитель, нужно снять вот эту катушку. Нигде не написано это, ну, в статьях. Просто видел по фоткам, там, где просто человек снял и поставил. Все. Больше ничего он не писал, но на фотках было видно, что у него нету у одного, вернее, две статьи нашел. Одного было две вот эти катушки сняты, второго только одна, это стояла. Я поступлю так же. Как меня этот провод смущает. Он такой полунадорванный.
Проблема в чем заключалась, что вот эти две катушки, они вот, тут такая система, вот гайка, и она закручивается катушкой, ну зажимает. Потом сверху одевается вот этот провод, и сверху гайка еще одна закручивает, провод чисто. Так вот, вот эти гайки, верхние самые, от проводов, они снялись с этих двух хорошо, а с этих не снимались. То есть я их проворачиваю, оно прям нижнюю гайку проворачивает. Кто-то верхнюю сильнее зажал, чем нижнюю. Ну и пришлось ключ на 10 подыскивать. А ключ на 10 туда не подлазит обычный, маленький. Пришлось его хорошенько так сточить, чтобы он был тонкий. Так, на десятку, ну и головкой на 10 вот так вот, соответственно, открутил. Так, с этим проводом, он очень дохлый какой-то, полупорванный. Нужно посмотреть, подумать. Ладно. Теперь, после того, как это сделал, нужно фишки дальше продолжать отключать поочередно. И тоже головкой на 9, на 10 вернее. А, нет, нормально. Плотненько так. Оп. Ну вот катушка. Сейчас на всякий случай номер. Ну вот, бошевская, да. Турции сделано. Номер 0 986 221 072. Турецкая она. Год производства у нее 22-й. Менялись катушки. Так. Так, пишется там. Пишется. Так, ну что. Эту вот трубку нужно снять. Я, наверное, вот такую вот для клипс возьму. Съемник. Он как раз, смотрите, широкой стороной становится вот сюда. Ну, а маленькая сторона туда залазит. И идеально просто. Хоп. И вот так вот его можно и снял, и все. Отлично. Вещь нужная. Рекомендую всем. Чтобы была. Что ж ты так плотно сидишь? Может помочь? Да, он просто закорел. Да. Ему нужна помощь. Так. Что у нас здесь? Все. Теперь эта трубка маленькая снимается. А это как? Я, если честно, я даже не знаю. Вверх ее тянуть. Просто. Я понял. Так. Сейчас срочно закрыть обратно. Это все счастье. Так. Ну вот он, старый маслоотделитель. Ну, резинка такая уже подудубевшая, но не самая плохая. За таким комплектом, да. Вот моя старая. И одну отдельно купил, но она, видите, она намного тоньше, намного причем тоньше. Прям вот, ну, видно, что вот она тоньше. Вот. Хотя по диаметру все подходит. Но вот было бы толще, было бы идеально. Но есть другая в комплекте тоже. Она чуть толще. Чуть-чуть толще. Да, и чуть меньше. У нее внутренний диаметр. Поэтому я рассчитываю, когда, если у нее внутренний диаметр меньше, значит она чуть растянется. Растянется, чуть тоньше станет. Следовательно, это та, которая мне нужна. 18, вернее, на 4 миллиметра она. Если что.
Сюда вот такие подходят. Теперь что? Берем моторное масло. Чуть-чуть моторного масла. Смазываем ее. Конечно, в идеале. Ой. Ладно, в идеале. Так, поехали дальше. Мне что нужно сейчас? Я вообще положу. Сейчас мне нужно поверхности вот эти вот протереть посадочные, ну куда будет новый маслоотделитель устанавливаться. Угу. Так, это нужно сделать. Потом, конечно же, эту трубку хотелось бы протереть, потому что она ужасно выглядит. Она текла, и на ней есть соответствующие такие азотные подтеки, следы. Так, как она выглядит? Конечно же, под ей вот эту вот часть тоже можно вытянуть. Так. Так. И вот так. Ну что ж. Так. Вытрем эту часть. Ой. Там он. Так, все, теперь растлитель берем и протираем посадочное. Кромку всю протираем. Ой. Тут еще. Так, это вон. И это вон. Так. Хорошенько.
и хорошо. Все. Ну, в принципе, все. Посадочные готовы. Все чисто. Так. Все. Теперь берем вот эту вот уплотнительную вещь. Ох, резинка. Так. Одеваем. Так. Все. Хорошо. Там села хорошо. Так, что у нас здесь? Аж не посмотрел еще на эту часть ответную. Вроде бы тоже все нормально. Ну что ж, теперь вот так вот выглядит старая. По-моему, она даже нормальная, но сопливила именно резинка, короче. Смотрим. Теперь достаем старый, вернее новый маслоотделитель. Что нужно сделать? Сейчас смажем мы опять же резинки вот эти вот. Эти вот резинки. Их нужно смазать. Так, готово. Готово. Теперь. Что теперь? Теперь мне нужно завести все на место. Ох, да. Смажем вот это посадочное еще. Да. Так, ну это мне будет пока что, но оно мне не нужно. Очень тяжело мешает вот эта вот коса. Конечно же. Ничего. Не хочет она так просто туда залазить. А если я сразу это одену. Так, одел. Потом я просто вот так вот сажу. Так. Угу. Так, теперь что? Теперь вот он так стоит. Вот последовательность затяжки, но
Я буду сразу от руки все затягивать. Все сразу буду. Вот он. Сразу буду от руки. Первый, второй. Так, первый. Первый находится вот здесь. Так. Чисто от руки. Сначала я низать 2, потом 3, потом 4, 4, потом 5. Оп. Что там? 5. Так. 5. Шестой вот это вот. Шестой, седьмой вот это вот. Так. Теперь от руки до упора зажимаю. Так, чисто. Первый. Второй. Второй. Третий. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. Можно воспользоваться все-таки. Шестой. И рядышком вот седьмой. Располагается. Сейчас еще раз пройдемся по всем. Так. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И последний седьмой. Что мне седьмой вообще не нравится. Такое чувство, что седьмой в бездну крутится. Наверное, я нашел причину. Эти идиоты, когда закручивали. Вот гады. Вот. Да, пережали. Тот маслоотделитель 21 года ревизии. И они когда закручивали, они скорее всего пережали вот этот седьмой болтик. Сейчас буду откручивать, смотреть. Мечики буду покупать. Эх. Да. Нельзя тут пережимать. Они, видите, взяли и вот этот вот седьмой. Перекрутили, пережали, короче, они. В прошлый раз, когда кто-то менял,
Да. Будем покупать мечики и резьбу там восстанавливать. Ну, с этим не получилось. Так, ну что, сейчас я дожму уже эту турбинку. Ну, тут зажимается на ерунду. То есть у меня момент очень слабенький тоже. Без фанатизма тоже. Ее зажимаете. Раз. Хватит. Так. Оп. Так, смотрите, что тут. Эту фишку, как я уже показывал, я поменял. Ну, все хорошо, все, замочек. Тут есть такая вещь. Вот. Ну, вот сбоку, получается, вот свечные каналы эти, катушки. И вот, есть тут тоже фишки, получается. Ну, левые, правые, левые, правые. Отличаются они тем, что... Ай, оп. Тоже вот первую снимаешь, все работает. Ну вот, это желтая. Она, в отличие вот от такого вот плана фишек, она зеркальная. Так вот, собачка это работает. Ну, подумал, ну классно, раз первая снимается. А по факту вот видно, что сломано. Сейчас покажу. По факту видно, что сломано вот это вот здесь. Одна только. Ну, то есть вот целая сломана. Целая. Ну и там тоже. Там тоже та дальняя целая. Потому что там снизу язычок, она немножко перевернута. Но, когда я стал проверять, не знаю, что за дебилы эту машину чинили. Смотрите. Язычки не должны подниматься, а они просто вот выломаны. То есть, видите? И так в каждой, кроме вот этой первой, каждая так. Просто выломали язычок и вставили вот так вот обратно, чтобы типа стояло. Потому что вот смотрите, вот. Я достаю язычок, а он прям с этой платформой. Вот, выломан. Рукожопы какие-то. Да, и вот черный, второй тип фишек я уже заказал. Мне черные пришли вот эти вот. А желтые еще едут. Не пришли. И так везде. Да, каждая вот это вот достаю. Просто вот. Вот, все. Язычок с пластиком этим. Они сломаны все. Ну, то есть фишку вот. Даже вот эту вот фишку я просто могу вот достать. Потому что этот язычок вот. Все. Вот он. Вот. Никакой. Ничего не делает. Зачем так делать? Не знаю, кто эту машину ремонтировал. Вот, такое ощущение, что у человека была проблема. Он взял, загнал машину в СТО, сказал, поменяйте мне там масло, цепи. Да, масло, цепи. Ну, и полную там замену всех уплотнителей. Они начали снимать. Тут не дожали, там не докрутили. Крышку вообще, герметик, когда я снимал, герметик, он местами даже не был приклеен к корпусу двигателя. То есть они цепь поменяли, да, но не зачистили основание, не обезжирили, чтобы не было следов герметика, чтобы новый герметик, он плотно прилег. И по этой фишке тоже они снимали, выдернули просто ее. Хотя эту, слава богу, не сломали, но эту сломали. Тут тоже не сломали, эти все сломали фишки. Маслоотделитель тоже. Он 21 года ревизии, то есть его меняли.
Но, блин, они сорвали там 2 резьбы. Ну, одну точно сорвали, конкретно сорвали. Я сейчас мечики жду и буду там делать такую... Высверливать, буду мечиками сначала нарезать пытаться. Если не получится, то буду высверливать и уже такую ревизионную, ну, такую резьбу внутреннюю вставлять. И клеить ее, чтобы она была тоже. Там, я бы уже его установил, но вот тут один вот с этой стороны, по-моему, он такой очень доходяга по резьбе. А тот вообще плохой. И эту тоже вот я уже показывал, она на сопле держится. Нужно тоже с ней разбираться мне делать, потому что, ну, блин, так нельзя оставлять, это бред какой-то. Это бред. Тоже эти плохо закрутили. Вот, пришли мне фишки эти, буду сегодня менять. Покажу одну, а потом остальные. Ну, они, в принципе, меняются как и эти, но это я покажу на всякий случай. Так, что? А, да, и цепь они установили, и, скорее всего, они неправильный момент сделали, потому что, ну, пластик вот этот вот разлетелся, вот, который я клеил, номер, чтобы узнать, где он стоит. Он вот этой вот внутренней звездочки, он просто такой кожух пластиковый, не знаю для чего, потому что, ну, блин, она стоит в пазах, то есть она там задней поставляется, тут звездочка, ну, и закрепляется болтом. Масло там везде гуляет. Может быть какой-то гаситель масла, но я думаю, ничего страшного не случится. Я все осколки достал, все нормально. Тоже, опять же, они снимали поддон, не смогли снять. Что-то у них не пошло, не смогли достать, потому что нужно поддон аккуратненько снимать. Тут этот и датчик этот мешает, там и гаситель масла мешает. Тяжело его доставать. Этот болт не прикрутили, и там сзади один не прикрутили. И пару болтов там вообще, ну, нету. Тут тоже в крышке. Силикона не было, и, по-моему, где-то болта, но один болт или не было, то ли что. Ну, в общем, что такое. Ну что ж, начнем ставить рулевую рейку. Так. Я пока достану это. Так, все. Теперь завели. Теперь нужно равнять. Так. Равнять. И немножко вот так вот. Ауч, больно. Так. Теперь взять ключ. Теперь с этой стороны. Надеюсь, будет не тяжело. Все отлично. Короче, да, ту сторону сразу ставите, потому что она такая более капризная. А потом это вон как легко. Поставили. Наживили. Сразу не буду полностью закручивать. Теперь залазим. Вот так. Так. Одеваем. Оп. Одеваем. И на звездочку. Там много лучей, я уже не помню, как она называется. М10. Тут такой... Ой. Есть фиксатор. Болтик. Промахнуться вы не промахнетесь, потому что там такая ниша есть, ложбинка у него. Так что... Так. Так, сразу зажимать. Сразу.
зажмем вот эти основные болты и потом вот этот маленький. Вот эти вот, ну, болты длинные, которые вот крепят, ну, короче, вот эти вот, которые в подрамник закручиваются. У них момент затяжки 80 ньютон-метров. Ну, момент затяжки 80 ньютон-метров, плюс их нужно довернуть на 180 градусов. То есть такие нормальные они, крепятся конкретно. Но чуть тут 90. Все, нет, чуть-чуть еще. О, все. Ну, все. Так, с этим закончили. Вернее, с этим. Теперь нужно болт. 30 ньютон-метров там затяжка. Вот этот болтик, который крепит рулевую рейку. Колонку, вернее, рулевую, к рулевой рейке. Его просто на 30 ньютон-метров нужно. Да, все. Ну что ж, а теперь будем приступать к рулевым наконечникам. Самое. Так. Тут я уже зачистил металл от ржавчины и подкрасил его. Подкрасил. Медяночкой попшикаем. Медной смазкой. Хуже не станет. Сейчас будем вот это вставлять вот туда. Да, кстати, на будущее, я когда выпрессовывал, там немножко сама вот эта гайка большая, она чуть-чуть сверху деформировалась. Короче, эти гайки, когда снимались, ну, сдавливали, я выпрессовывал, сдавливал, они там краешек, у них немножко, там такой бортик выступающий, он немножко подзамялся. И поскольку я их почти, там по инструкции написано, что выкручивать заподлицо с самим штырем, с резьбой вот этой вот, наконечником. А я, наверное, выкрутил чуть выше, и по этому поводу внутри не было стержня. И, ну, вот эта наружная резьба гайки, она немножко вовнутрь подзагнулась. Нужно прям заподлицо выкручивать, чтобы не загибалось ничего. Поэтому я немножко стачивал, там брал старые болты от ступицы. Да, ступичные болты, как раз по диаметру они подходят. И резьбу там сточил, там немножко подровнял, сточил, подровнял, ну, закручивал, то есть болты. Поэтому до того, как ставить, нужно обязательно проверить это. Это нужно проверять. Ну что ж, сейчас подготовлюсь, приберу немножко и буду устанавливать уже наконечники. Сейчас это. И само. Лишнего не было на узлах. Вот так. Все, хватит. Фу. Так. О. Хорошо. Хорошо. Даже очень. По-моему, на 20, да, на 21. Головку. И чисто специально там посерединке есть, наверное, не видно, там шестигранник ставится.
Потому что так не закрутить, ну невозможно так закрутить. Необходимо брать шестигранник, шестерку, да? Да, шестерку. Шестерку, шестигранник берем. Ключ. Вот такой вот ключ. Неудобно, конечно, будет мне сейчас. Очень неудобно. Да. Вот. Да, здесь 100 ньютон-метров. Это очень много. И как я его затяну? Я не знаю как, но как-то буду. Сейчас я посмотрю, попробую. Не особо-то и лазит сюда. Длинный слишком ключ. А, там подъем высокий. Придется маленький брать ключ. 101, 100. Вот. Все. Так. Не особо тут. Может, да? Если его завести. Еще вот так. О. Тут будет нормально. Или нет? Так. Угу. Ух ты. Ух ты. Еще нужно следить, чтобы оно не прокручивалось. Потому что если оно прокручивается, то толку от этого. Вроде не прокручивается. Так, да, ну что ж. Засовываем туда. О, все. Сейчас для уверенности. Все, да. Все, 100 ньютон-метров. С этой стороной я разобрался. Так, ну что, ко второй стороне приступаем все так же. Намазываем вот эту вот внутренние стенки в лак мазутой этой, резьбу медной смазкой и загоняем, и потом будем закручивать опять. Так. Ну все, закрутил я эту гайку дурацкую, закрутил и зажал 100 ньютон-метров. Сейчас еще сверху на всякий случай медной смазкой пропшикаю. Все две стороны я сделал. Осталось мне взять сейчас, одеть сюда такие сальницы, ну, резинки, хомутами прикрутить с этой стороны, ну и где это, и с этой стороны то же самое. Сейчас я вам чисто скажу, каким усилием. Эти гайки крутятся 25 ньютон-метров, на их по две с каждой стороны, и все, без всяких доворотов. Ну все, вот установил, как я и говорил, 25 ньютон-метров, затяжка этих вот болтов всех. Почистил эти держатели, чтобы они были аккуратные. Вот еще вот тут вот нужно подкрасить, да, краской. Вот забылся.
тут нормально, а тут вот забыл подкрасить. Так, рулевая рейка на месте. Так, ну все. Сейчас мне разобраться с маслоотделителем. Так, стоять. Дубль 8. Ну все, рулевая рейка на месте. Ай, блин, опять. Что за ерунда. Так, раз, два, три. Ну все, рулевая рейка на месте. Остается мне сейчас разобраться с маслоотделителем. Вот. И буду пробовать заводить. Так, если ничего нигде не потечет и будет хорошо работать, значит можно уже брать и устанавливать радиатор. Радиатор, да, заливать антифриз и уже потом хорошо заводить. Ну, надолго так. Чтобы нагреть масло в коробке, потому что там чуть больше, чем нужное. Я заливал его. Да. И слить лишнее. Ну, а потом уже, соответственно, собирать, отдавать в покраску и все. Ну, так. Пока все. Ждем инструмент. Может даже не буду ждать, а куплю где-нибудь инструмент. Мне нужен именно шестерка мечек. Да, и ревизионные такие резьбу, которые внутренние делают. Тоже нужны от 5 до 6. Ну там, вернее, от 5 до какой-нибудь 10, 8. Ну пусть будут лишние, запасные. Да, купить, крутить. Ну что ж, посмотрим, как оно будет. Ну что, всем привет, опять продолжаем ремонт. Пришли наконец ко мне комплект мой. Сначала я метчики заказал, но там качество было очень плохое самих вот этих вот метчиков. Потом в итоге я подумал, ну мне ж нужно резьбу новую делать, да. В ту же резьбу я не влезу, нужно больше резьбу делать. А там конструкция этого маслоотделителя, сейчас покажу, она такова, что там прям впаяны вот эти вот болты. Ну как впаяны, ну короче, их не достать. Вот, их только вырывать. Не запрессованы туда, да. Ну и поэтому я решил, что нужно сохранить тоже диаметр. А сохранить его можно только если взять специальный такой комплект. Я его заказал. Вот, смотрите. Получается, что сразу большим диаметром. Ну, нужно вообще типа резать. Вот сверло есть, идет 6,2 оно. Это 6,2, все. Нарезаете сразу полотно, а потом метчиком буравите, там прям выгрызаете. Потом вставляется вот такая вот дивизия, или как она называется, не знаю. Ну вот, в общем, суть в том, что вот она вкручивается. Вот это. Вот это вот соответствует тому диаметру, который в маслоотделителе. И потом просто вот так вот. Ну, вкручивать можно. Это потом, это ломается вот этим вот. Да, вот вкручиваете потом, и все, и будет вам счастье. Да. Вот, поэтому заказал комплект такой. Вроде хороший. Ну, как бы метчики намного качественнее, чем там просто комплекте с метчиками, которые я покупал. Но есть проблема. Здесь я ограничен в пространстве по доступу туда. Сейчас покажу, о чем я говорю. Мешает вот этот вот гад нормально крутить. Поэтому, ну, тут такая вот вороток есть. Вот, его нужно крутить. Не получается. Поэтому я взял, у меня в комплекте, ну, вот такая вот отвертка была. И она сквозная. Тут, видите, тут вот мама, тут папа, получается. И я что сделал? Я взял просто удлинитель сюда, поставил. И как раз в удлинитель влазит.
Я уже там начал нарезать немножко. Вроде получается вручную. Да. Хоп. Вот. Так. Это вот начало. Аккуратненько вот так вот просто беру. Конечно, дальше тяжелее, но уже резьба нарезана. Я считаю, это хорошо очень. Теперь что делаю? Там он, если видно, он там уже, да, вот резьба, вот уже в начале хорошая есть, но там сколки. Хорошо, что он глухой, сам вот этот вот, как его назвать, не знаю, отсек. Сейчас я буду доставать оттуда аккуратно все эти осколки брать. Так, ну что, просверлил я, ну, вернее, нарезал. Под конец уже тяжелее оно начинало идти, я уже взял семерочку, ну и вот так вот левой, ну и вот так вот левой рукой давил, а правой, получается, ключом крутил. Помогал крутить. Так, вот что мне понадобится из набора: вот эти вот ключ, это проталкиватель, ну им нужно продавливать, чтобы там, покажу, чтобы вот сейчас, короче, покажу заодно. Вот сама спираль, вот она одевается, вот смотрите, хоп, вот так вот закручивается, потом достается, и чтобы вот это вот не мешало, не оставалось. Тут вот такой надрез еще есть хороший, ну хорошо видно, вот он. И его просто нужно продавить. Ну все, получилось у меня сделать. Правда, я не знаю почему. Короче, там резьба сужалась. У меня на самом вот этом ключе, который им закручивает, ну закручивать им нужно. Тут резьба вон нарезалась. Металл слабенький, но у этих вот втулок очень крепкий металл. Я вам скажу. Не с первого раза получилось, но получилось. Да, тут буквально вот миллиметр, и он просто вкручивается и сжимается. Клей этот единственный резьбовой, я немножко, наверное, в конце, но ничего страшного, он туда попадет вовнутрь. Добавил. Так, ну что, пока... Оп, упала уже. Ну там эта резьба, закрутил я ее. Ну, восстановил. Буду надеяться, что все хорошо получится. Получилось. Так, теперь нужно устанавливать фишки. Как я уже говорил, целая только первая вот эта. Остальные вот в таком вот состоянии. Вот просто. Доставай собачку и сломанные, короче, все. Они есть черные, есть... Сейчас покажу. Вот есть черные. Видите? Их замок с друг... Ну вот, если так смотреть, то замок с правой стороны. Ну и вот тоже, соответственно. И они зеркальные. Вот. Видите? Черные такие. А желтые, вот они. У них замок с другой стороны. Ну, зеркальные, короче, они. Вот. Они четные, тут нечетные. Получается нечетные. Как вот это вот первая тоже. Это желтая. Это целая. Сейчас раз, два, три, четыре желтых. И раз, два, три, четыре черных. Заказал, черные пришли, а желтые мне пришла одна правильная и три черных. Но я уже возврат сделал, поэтому я только одну желтую поменяю сегодня. И оставшиеся все черные поменяю. У меня номер 4F0 973 702. Это просто 702. А у желтых 4F0 973 702A. Это вот именно, да, вот они, Volkswagen Group. Именно авка на конце. Этим они отличаются. Так, ну что. Черное сразу. Для начала вот этот вот замок нужно снять. Он крепится поверх вот этого каркаса всего.
Вот так. Да, тут замок такой. Я вот с этой стороны вот приподнимаю. Оп, язычок. Чтобы он подвышел туда. Вот. Сюда пока положу. Так. Вот и все. Вот он открылся. Грязный замок. Угу. Все остальные фишки буду делать, поэтому каждую уже вам не буду показывать. Главное, следите аккуратно. Все делайте. Так, стояло вот так. Ну и, соответственно, замок должен стоять. Значит, вот так. Так, продолжаем. Продолжаем. Фишки вот эти вот все я уже поменял. Все до единой. Застегнул, все. Вроде сидят хорошо. Да. Это вот оставалось. Это поменял, все. Ну что ж. Теперь что мне нужно? Теперь нужно определиться. Я поставлю, а потом буду задвигать. Так, во-первых, нужно маслом смазать. Маслом смазать пару мест. Чуть-чуть. Хватит. Оп. Обязательно смазать нужно вот эту вот складку. Резинку эту. Всякий случай внутри тут посадочное тоже смажу. Да. Тоже смажу. Так.
Теперь что смазывать? Сам вот этот вот уплотнитель. Маслом обязательно. Есть последовательность своя, будем ее соблюдать. Вот она как выглядит. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Накрест все, да? Поехали, первый. Пока чисто. Так. Угу. Четверка. Так. Шестерочка вот здесь. Пятерочка. Шестерка вот здесь. Так, единица. Так, единица, пожалуйста. Да? Да, нет. Еще нет. Так, с руки сейчас. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. Седьмой. Который я восстанавливал, да? Ну, плотно. Ну что ж, теперь все 9 ньютон-метров. 9 ньютон-метров нужно брать и зажимать. Так. Так. Второй зажат. Третий. Зажат. Четвертый. Зажат. Пятый. Готово. Вроде все зажато. Ну, по болтам. Имеется в виду по болтам. Сейчас что? Этот хомут зажимаем. Вот этот вот.
Угу. Так. Так, ну вроде зажал. Нужно мне надеть вот этот. Сам. Вот этот вот. Ага, вот сюда. Так, блин. Так, блин. Тут. Ясно, ясно. Что тут? Давай, одевайся. Не так-то это и легко. Да. Я бы сказал, это лучше делать на весу. Ну что, включаем аккумулятор. Да, кстати, забыл, если кто-то внимательный или это заметил. Я когда рейку устанавливал, я коннекторы не подключил. Нужно подключить их. Вот. Ну это чисто так. Может кто-то заметил, может нет. Чисто для действий, последовательности. Вот так должен стоять. Ну что ж, сейчас очень ответственный момент. Так, еще раз перепроверю, сейчас возьмем все. Патрубки на турбину воздушной я освободил, чтобы не задыхалась. Закрыл, закрутил, закрутил. Все закручено. Все подключено. Угу. Так, это вообще вот так вот должно быть, по-моему. Ну-ка. Вот так, да. Так. Закручено, закручено, закручено. Сейчас где-то у меня тут лампа это была. Вот она. Очень надеюсь, что заведется и хотелось бы смотреть, как оно там будет. Ладно, это уже попозже чуть-чуть. Пусть тут пока будет. Фух, ну что, пойдем заводить. Пойдем, будем. Масло есть. Бензин есть. Ой, давай. Ой. Так, ну что, завел. Поработала она, как видели. Вот. Заглушил, стабилизировалось все. Сразу небольшая дрожь была. Ну, оно тут все сухое, потому что и там нету масла. И цепь сухая там, и вообще она долго стояла, то есть масло вниз все стекло. Да, поэтому оно немножко попрогоняло масло. Полазил везде внизу под коробкой, там на стыке, тут на стыке, тут на этой крышке, там, под маслоотделителем эту прокладку, что менял на большую трубку, вроде как не течет, вроде бы все хорошо. Надеюсь, что так и будет. Ну что ж, следующим буду этапом уже радиаторы устанавливать, заливать охлаждающую жидкость там, заводить буду, прогревать и сливать лишнее с коробкой передач. Там немножко лишнего есть все-таки. Вот, но на этом все. Это видео я уже буду заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад почитать, послушать. Может, что-то не так сделал, может можно было как-то лучше сделать. Поэтому спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии.